Приветствую всех по ту сторону экрана. Пока некоторые смеются и создают мемы, кто-то вспоминает про игру Plucking. Мир напуган новой напастью. Некий вирус из Китая кошмарит уже всю планету. Кто-то сравнивает это с также некой цикличностью, что мол в 1820 году была эпидемия холеры, потом в 1920 году испанский грипп, теперь же 2020 год и вот пришло время новой эпидемии. Конечно, сразу стоит понять одну простую вещь: если это правда цикличность, то кто-то своевременно напрягает человечество каждые 100 лет. Помните сериал «Мир Дикого Запада» и его цикличности, его сценария? Вот именно это напоминает, когда слышишь от людей такие сравнения. На этом канале уже есть несколько видео на тему глобальной эпидемии, которые были выпущены задолго до 2020 года. Их можно посмотреть по ссылке в описании, там плейлист. Внимание упало на один фильм 2011 года. Носит он говорящее название «Заражение». Рассмотрим концепцию таких фильмов. Как нам кодируют мозги в определенный поток. Какие же там страсти плетутся. Политика играет немаловажный момент в обнаружении вируса, также в борьбе с ним. Конечно, всю картинку в общем рассматривать пока не станем, но есть уже моменты, которые выглядят может даже пугающе. Но пугаться точно не стоит. Ведь всегда есть шанс, что это просто совпадение. Все начинается с Гонконга. Помните ту шумиху протестную? Как бы может и совпадение, да не особо верится. Нам показывают первых заразившихся. В кадр попадает парень, которому уже очень плохо, и вот что мы видим. Вы наверняка слышали о том, что все началось с рынка диких животных. И вот такой момент. Также обратите внимание на номер машины. Конечно, в этом случае точно не стоит говорить о совпадении. Тот, кто добавил сюда этот код, прекрасно понимал, что делает и зачем. Этот код вставляют во многие фильмы. Насколько часто это происходит, смотрите в полной первой части с нарезок с этим кодом в описании. Вот интересный момент, где речь идет о рыбе. Предположение, из-за чего все началось. Возможно, болезнь Миноматы. От наличия ртути в рыбе. Рыбная промышленность как-то замяла такое дело. Профессиональное заболевание. Также вот такой момент со словами о типе самого вируса. Используются те же протоколы, что и во время атипичной пневмонии. В этом районе объявили карантин и выявляют симптомы. И как он передается. Мы полагаем, что инфекция передается воздушно-капельным путем, возможно, также через фомиты. Что еще за фомиты? Это когда вирус передается через поверхности предметов. И тут в фильме заикаются про День Благодарения. США имеется в виду. Но если переложить обстоятельства на то, что происходит сейчас, то вспоминаем про китайский Новый год. Огромные распродажи, огромные толпы людей. И про эпидемию во время массового шопинга говорилось в моих видео уже давно. Но тогда это, конечно, было просто наблюдением. В эти выходные везде грандиозные распродажи. Если вам есть что добавить, пишите. Вы также написали в вашем блоге, что Всемирная организация здравоохранения в сговоре с фармацевтическими компаниями. Так и есть. Им все это очень выгодно. Они работают сообща. И их руки тянутся к нашим карманам. Скажи, как будет рыба по-китайски? Это Ю. Ю? Очень красиво. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем до встречи!